Дорогие друзья, сегодня у нас даты. Тренируемся быстро озвучивать китайские числительные применительно к такому-то числу такого-то месяца. Наша задача убрать вот эту паузу между тем, как мы поняли, какое число хотим озвучить, и моментом, когда мы открыли рот и все-таки озвучили. Это просто навык, там секрета никакого нет. Просто надо наловчиться, чтобы рот сам говорил, что надо, и быстро. Для этого ему нужна практика. Ну, поехали. Сначала повторим сами китайские числительные. Их мы учим парами. Давайте-ка. Иль, и, сам, са, о, юк, 칠, 팔, 구, 십. Давайте еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, этими 10 слогами можно сказать любую цифру от единицы до 99. Больше в датах ничего другого нам встретиться не может, пока не начнем говорить год. Потому что у года там 1900, 2000, эти отдельно выучим и дело с концом. Все, 10 слогов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь сами прочитайте вслух. Ну хорошо. Как теперь сказать дату, число? Первое число, второе число, 16. Прибавляем элемент день. Иль. Иль – это иероглиф солнца, он же день. Сам по себе не живет, живет в словах. Например, неиль – завтра, ирюиль – воскресенье, сэниль – день рождения и так далее. Итак, первое число – ириль. Иль – первое, иль – число, ириль. Чувствуете? Читаем слитно, одним словом. Ириль. Почему? Потому что это не самостоятельные слова. Это два иероглифических элемента родили одно слово. Ириль. Первое число. Второе число. Иель. Третье. Самель. Четвертое. Саиль. Пятое. Оиль. Шестое. Югель. Седьмое. Чирель. Восьмое. Парель. Девятое. Куиль. Десятое. Щибель. Но дней вообще-то бывает до 31, поэтому научимся их тоже быстренько лепить. Лепим без изысков. 13 – это 10 щип, и к нему 3 сам. Получаем щип-сам, щип-сам. 23 – это 2 и по 10 щип, да еще 3 сам. Получаем и щип-сам. Вот и все. Давайте я показываю, вы сами вслух говорите, а я вам для проверки. 11 число. Щибирель. 12 число. Щип-иель. 13. Щип-самель. 14. $15. 16일.
17일, 18일, 19일. 20 пошло, 2 по 10. 20. 20일. 21일. 22일. 23일. 24일. 25일. 26일. 27일. 28일. 29일. Ну и, наконец, 30. 30. 30. 30일. 31. 30일. Все, до сюда дошли, это отлично. Следующая ступенька – добавляем месяцы. Месяцы – это легко, они идут точно по числительным, за исключением 2, у которых просто выпала глухая согласная в конце. Вспоминаем. Январь и июль. Произносим месяцы точно так же слитно, потому что каждое название – это отдельное слово. Его пишут с цифрой, но на самом деле это слово январь, июль, февраль, июль, март, самоль, апрель, саоль, май, ооль, июнь, юоль, юоль. У июня выпала глухая согласная на конце слога ю, чтобы звучало гладко. Юоль. Еще раз вместе скажем. Юоль. Ага. Июль. Чироль. Август. Пароль. Сентябрь. Куоль. Октябрь. Шиоль. У октября тоже выпала глухая согласная. Для гладкости. Шиоль. Еще раз. Шиоль. Хорошо. Ноябрь и декабрь, как и ожидается, имеют 3 слога. Ноябрь. Шибироль. И, наконец, декабрь. Шибиоль. Шибиоль. Фух, неплохо. Зачитаем очень быстро. Ироль, иоль, самоль, саоль, ооль, иоль, чироль, пароль, куоль, шиоль, шибироль, шибиоль. Вперед.
Отлично. Теперь соединяем. Дата в корейском языке указывается по принципу от большего к меньшему. Сначала месяц, а потом уже число. Не 1 января, а январь 1. Первый месяц, первое число. Ироль, ириль. Потренируем сначала с простыми. Вслух, пожалуйста. 1 января, ироль, ириль. 2 февраля. Хорошо. Иоль, ииль. 3 марта. 3월, 3일. 4 апреля. 4월, 4일. 5 мая. 5월, 5일. 6 июня. Внимательно. Одна согласная уйдет, вторая нет. 6월, 6일. 7 июля. 7월, 7일. 8 августа. 8월, 8일. 9 сентября. 9월, 9일. 10 октября. Опять внимательно, пожалуйста. 10월, 10일. 11 ноября. 11월, 11일. 12 декабря. 12월, 12일. Ну что ж, неплохо. Осталось натренировать остальные даты, особенно где 20 и 30 числа, потому что они длинные. Штука в том, что если мы с вами возьмем в руки календарь и проговорим все 366 возможных дней, то проблем с гладкостью речи у нас с вами не останется. Проговорить, кстати, все даты года займет знаете сколько? Вы думаете сколько? Час? Нет, примерно 12, максимум 15 минут. 1 месяц вы будете проговаривать максимум 2 минуты, а скорее всего секунд 60. Смешно, правда? За 15 минут вы можете в среднем темпе проговорить все даты года с 1 января по 31 декабря. Я вам предлагаю не откладывать и прямо сейчас это сделать. Помещу тренажер на все дни года в самый конец. Не забывайте про регулировку скорости. Значок шестеренки внизу экрана. Можете поставить вначале половинчатую скорость, а постепенно дойти до двойной. И тренируйтесь вдоволь. Наговариваем гладкость. За нас это никто не сделает. Все приходится самим. Итак, идем еще ступенькой выше. Двусложные даты после 11. Чтобы сказать 11 января, мы берем сначала январь, ироль, и после него ставим 11 число. 11일. 12 февраля. 2월 12일. 13.03. 3월 13일. И так далее. Теперь смотрите. 16 июня. 6월 16일. Циферка 6 у нас заковыристая. 6 месяц это 6월, как вы помните. И еще, когда перед шестеркой стоит 10, то мы получаем цифру 16, которая читается 16. Раньше это был не юг, а рюк. Поэтому кое-где услышим не о-юг, например, а о-рюк. И это тоже правильно. Поэтому 16 пишем щип-юг. Но читаем смело щимнюк. И тогда только будет красиво и правильно. Щимнюк. Если это 26, то происходит то же самое. 20 это и щип, и сюда еще юг. Получим и щимнюк. В общем, кругом щимнюк и щимнюк. Советую к ним привыкнуть сразу, чтобы потом уже не думать. И главное, чтобы на слух различать их. Идем дальше. Остались еще годы. Нам понадобятся цифры 100, 100 и 1000, 1000. Предлагаю выучить только актуальные даты. Например, 1900 год. Год постройки Сеульского вокзала.
1900년. 1000 900 900. Вот и хорошо. 1900. 1900년. В слове 900년 мы с вами обязательно устроим ассимиляцию. 900년. Потому что с ассимиляцией звучит намного лучше. Ну и еще какую-нибудь дату выучите, какую хотите. Хотите вот из песни. 1993 내가 태어난다. 1993 вот я родился. 1993 내가 태어난다. Один любой год выучите вот так же. И хорошо. С 2000-ми то же самое. 2000 год. 2000년. 2000년. 2023. 2023년. 2023년. 2024. 2024년. 2024년. И так далее. Обобщим. Даты в корейском языке указываются по принципу от большего к меньшему. Год, месяц, число. С использованием китайских числительных. Например, 9 марта 1993 года мы запишем и скажем так. 1993년 3월 9일. 1993년 3월 9일. 1993년 3월 9일. 1993년 3월 9일. Теперь, как спросить про даты? Вопросов про даты задают обычно два. Какое сегодня число и когда у вас день рождения? Какое сегодня число? 오늘은 며칠입니까? Или 오늘은 며칠이에요? Это базовый вопрос. На него можем ответить. Сегодня 1 января. 오늘은 1월 1일이에요. Вместо 오늘 сегодня подставляем, что там у нас по смыслу. Потом можете потренироваться. Ну и второй вопрос. Когда у вас день рождения? Можно спросить 생일이 언제입니까? 생일이 언제예요? Это базовые варианты. А также вот еще простенько и со вкусом. 생일이 언제시죠? 생일이 언제시죠? Красота, да и только. Давайте выучим как шаблон. Вслух, пожалуйста. 생일이 언제시죠? И вежливо, и красиво. Ну и ответ, например, какой будет? 2월 18일이에요. То есть к дате подставляем банальное «иеё» или «имнида». Все, с датами мы разобрались. Включаю тренажер на даты. Сейчас перед нами пролетит весь год за 18 минут. Больше никаким другим образом гладкость произнесения числительных никак вы ее не добьетесь. Надо просто наговорить это вслух. Сегодня, может, и не успеете. Тогда разбейте на порции. С таймером в руке по 5 минут 4 раза. Силы воли нам с вами не занимать. Можно сделать голосовое сообщение и прислать в нашу школу, в клуб любителей рэпа, например. Я с удовольствием прослушаю. Но наговорить нужно вслух. Все, мои дорогие, поехали. Я начну, а дальше, пожалуйста, сами. Не забывайте, что скорость воспроизведения можно увеличивать или уменьшать. 1월 1일 1월 2일. Все, дальше без меня. Не спешим, если надо, ставьте на паузу. Заодно ответьте мне хотя бы устно на вопрос. 여러분, 생일이 언제시죠?
주애의 생일은요? 1월 3일.
Ну вот и все. Давайте себя похвалим за проделанную работу. Эти усилия не потеряются, они лягут в вашу копилку корейского языка. 수고하셨어요. 수업에서 만나요. Увидимся, мои дорогие, в школе. Всем пока!